Всем привет, ребятки! Вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина, я с Крыма и уехала из Крыма в Польшу на 6 лет, а потом переехала в Канаде. И вот здесь я нахожусь уже целых 2 года. Ребятки, сегодня я хотела с вами поделиться своими впечатлениями о том, как я все-таки скучаю по родному дому. И на самом деле, вот среди всей этой красоты, посмотрите, вот что за невероятная красота. Мне там пишут в комментариях, что ты считаешь, что это красотой, какая-то красота. У меня в деревне у бабушки намного лучше. Честно говоря, ребятки, я такого... Именно вот здесь другая природа, и она очень красивая. Она такая вот дикая-дикая. Хотела вам сказать огромное спасибо за то, что вы со мной. Я обожаю читать ваши комментарии. Они меня очень вдохновляют и радуют. И я очень вам благодарна за то, что вы остаетесь со мной, меня смотрите. И мы такое создаем свое классное комьюнити прикольных людей, которые наслаждаются какими-то определенными вещами, которым нам вместе подходят. Это круто, что мы думаем в одном направлении. Поэтому вы в целом тут и остаетесь. Подойду как раз к нашей машине новой. Это мы недавно купили. К сожалению, она немножко побита градом, но она классная. Я ее очень люблю. Смотрите, какая красотка. Я вам ее покажу изнутри. Мне очень нравится, что у нее очень классный салон. Вот такой кожаный, все с ним хорошо, не убитый. Автомат. Honda Accord 2010 года. Не прям мега новая, но получилось у нас ее, так сказать, урвать очень-очень бюджетно. Поэтому я радуюсь. Я хотела бы поговорить с вами относительно Крыма и, наверное, сравнить тот Крым, который когда-то был, с тем, который сейчас есть. Так как у меня огромное количество друзей, семьи осталось в Крыму, и я все подробности жизни в Крыму в целом знаю, то я могу сказать то, что когда-то, конечно, в Крыму было все по-другому. И даже несмотря на то, что в крымчане кричат и говорят, что, такие пророссийские больше, да, что у нас там стало красиво, чисто и так далее, но на самом деле Крым — это территория, которую просто залапали и дерут из нее деньги. К сожалению, это правда. Можно этому верить, можно нет, но нужно посмотреть правде в глаза. Посмотрите, сколько денег уже на Крыме заработали. Огромное количество денег, куча проданных мест, которые просто вообще даже нельзя продавать, которые принадлежат всемирно известному наследию, которые нельзя трогать, но это все продается, на это все наплюют, всем все равно, что это, кто это и чье, это главное заработать на этом деньги. И, конечно же, понятно, что сейчас приток туристов в Крыму сильно уменьшился, уже такого нет. Кто хочет лететь туда, где постоянно летают ракеты. Вот. И я слышала о том, что в Крыму очень много людей, очень много. Прям раньше было так меньше 50%, а сейчас все больше и больше людей, настроенных на то, чтобы переходить в Украину. И в целом они видят все вот эти недостатки, отсутствие воды, о котором вы прекрасно знаете, да, и также просто это отношение России к людям, когда всех ненавидят, всех просто, что бы ты ни сделал, не имеешь права ни на какое свое мнение, не имеешь права ничего сказать. А в случае, если ты сделаешь что-то, что перечит мнению государства, то будешь или посажен, или просто пропадешь. И никогда тебя никто не найдет. Вот и все. И поэтому люди, я думаю, что уже начинают осознавать, видеть всю ситуацию со стороны, прячутся, боятся. И поэтому, так сказать, как видите, происходит вот то, что происходит. Мы прекрасно видим, что раньше все думали, что сейчас мы победим, да, Россия победит, и проблем не будет. Но как мы видим, что происходит в Курской области и в других областях, то, конечно же, понятно, что впереди, возможно, будет достаточно сложное время и для всей России в целом, даже уже не говоря про Москву, с которой сейчас происходят такие проблемы, которые мы с вами все прекрасно знаем. Обстрелы, ракеты, дроны. В общем, ребятки, я что хочу сказать, что политическая ситуация и проблема войны, она в целом всем ясна и понятна. Но Крым — мой родной дом. Крым — мое родное место, я его обожаю. И в целом моя мечта вернуться туда когда-то. Проблема заключается в том, что я не хочу возвращаться в место, где я не смогу сказать ни единого слова и буду жить там, где мне не нравится, где не поддерживают ничего, где ты ничего не можешь изменить, где у тебя нет права голоса, где ты просто ничтожество, которое должно молчать, сидеть и не дрыгаться, потому что ты
не имеешь никаких прав в этой стране. И я не знаю, как хорошо могут чувствовать люди, граждане этих стран. И когда мне пишут люди комментарии из России, что типа вот, у нас все замечательно, у нас в России так классно, у меня один вопрос, ребятки, где? И как? Я не совсем понимаю. Для меня это немножко странная тема. Ну, то есть я не понимаю, где классно. То есть, может быть, было несколько лет назад классно, когда еще не было этой войны, когда не было такого отношения, когда не было этих всех ситуаций, да, но сейчас вообще нет. И вот мне больно от этого всего. Я обожаю свой Крым, я обожаю природу, я обожаю то, что вот там есть, не говоря о политике, и даже не важно, в какой стране находится Крым, но чувствовать себя безопасно на данный момент, к сожалению, я там не могу. И тем более вести детей, да, и жить там, и воспитывать детей. Я не понимаю, как вообще люди это делают. Ну, то есть я понимаю, уезжать из страны тяжело, менять что-то тяжело, но, блин, растить, не знаю, вот у тебя родился сын, да, и ты его растишь на следующую войну, просто считайте. Вот, пожалуйста, пойдет новенький с этими всеми еще акциями в России, давайте рожать. Я последний раз была в Крыму 3 года назад, и тогда уже, конечно, было ощутимо вот эта вот непонятка со всем, что происходит. И я тогда почувствовала, насколько люди злые, насколько они недовольны, насколько они расстроенные какие-то. Знаете, вот когда жизнь не устраивается так, как нужно, когда ты постоянно находишься в стрессе, вот такое вот ощущение у тебя вечно, что ты злой, голодный, недовольный, ты хочешь на всех наорать, ты хочешь всех избить просто. Ты такой вот, как оголенный провод. И вот это вот почти от всех чувствовалось, и это было жутко неприятно, потому что, даже в Польше живя, у нас там было общество такое, что люди, друг от друга друг о друге не сильно думали, то есть могли там что-то сказать раз на год, какой-то комментарий, типа «уезжай из Польши», но такого прям не было. В Канаде вообще об этом даже говорить не стоит, даже в каких-то более близких контактах с людьми ты никогда не увидишь вот такой вот прям мега негативной реакции на то, что ты делаешь что-то не так или вообще что-то у тебя происходит не так в жизни. Поэтому я бы хотела вернуться домой, в мой родной Крым, домой, но я, как вы видите, просто физически этого не могу сделать. На самом деле, я недавно записывала видео под опрос, что думают канадцы о России и россиянах, так как вот мне было интересно, и там были тоже вопросы относительно Крыма. Я советую вам посмотреть видео, оно достаточно интересное, много таких интересных слов было сказано от канадцев. Видео было снято совершенно недавно, и в целом, просто интересно посмотреть, что и как. И вот они знают о том, что территории некоторые оккупированы, что там живут люди, что идет война. Но слишком многого они, к сожалению, не знают. Вот как-то канадцы живут так же далеко от этого всего. Вроде бы оно и понятно, что что-то происходит, а что именно и где не совсем. Вот, поэтому советую посмотреть, заходите. И, конечно же, есть плюсы, которые, вот, наверное, никогда я не встречу в Канаде относительно Крыма. Это то, что Крым маленький полуостров с прекрасной природой и прекрасной погодой, как вы знаете, с прекрасным морем. Также это мой родной дом. Это никогда не сможет измениться, да, это будет навсегда огромным плюсом для Крыма, который я очень люблю, очень уважаю. И, конечно же, это родители, семья, да, это еще один плюс, который просто изменить невозможно, так как он есть. И то, что Крым — это замечательное место с черноземом, с натуральными продуктами, с доступом к натуральным всяким вещам, да, и источникам, и горам, и лесам, и морям. То есть, это прекрасное место, и, как видите, за прекрасное место все воюют. А жизнь в Канаде что, ребятки? Жизнь в Канаде, она прекрасна по-своему, да, есть свои минусы, есть свои плюсы, но в целом я достаточно счастлива тут, потому что у меня все прекрасно с возможностями, которые я реализую. Я фотограф, я работаю и стараюсь и больше набраться опыта, найти вариантов для себя, для своей самореализации, открывать бизнес и так далее. И я от этого очень-очень счастлива, потому что на самом деле что может быть лучше, чем собственная самореализация и ощущение того, что ты идешь по правильному пути, а это еще и финансово отражается, поэтому это очень прикольно, значит, что все хорошо. И Канада, в ней очень много плюсов, я тоже об этом записывала видео, уже не начиная о природе, которую некоторые люди обесценивают, но я считаю, что это прекрасная часть Канады, даже несмотря на то, что здесь бывает холодно, здесь все равно так же красиво.
Поэтому у меня планы на будущее оставаться здесь, но все же вот видео так и называется, и к тому я и веду, что дом есть дом, родина есть родина, и я обожаю Крым, и я мечтаю туда вернуться. Я надеюсь, когда все успокоится, когда все признают свою вину, когда люди начнут смотреть на это все по-другому, когда будет равноправие, когда не будет вот этого нечеловеческого отношения к другим, и когда все станет на свои места, и все будет прекрасно, я надеюсь, когда-то это случится, я вернусь в Крым и стану там частичкой этой жизни, привезя от себя вот эту вот частичку Польши, частичку Канады, и буду наслаждаться тем, что я могу дать что-то для тех людей, которые там живут. Я думаю так. Я не знаю, как будет в будущем, но я планирую, потому что я очень люблю Крым. Вот так, ребятки, спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я иду наслаждаться красотой, иду жарить шашлычок. У нас там крылышки, вроде барбекю, вкусняшки всякие. Так что да, у нас сегодня вот такой вот после рабочего дня у меня небольшой вечерний отдых. Так что хорошего вам вечера. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Ну и, конечно же, я жду от вас лайки, ваши комментарии очень важны для меня. Я обожаю их читать. Ну и до скорых встреч. Пока.